Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сколько я зарезал, сколько перерезал. Вот что делает рукодельницы при виде такой причудливо изрезанной штанины от черных джинсов? Конечно же, хватаются за ножницы. Одна сторона джинсов темно-серая, а другая черная. Нам нужны заготовки, квадраты 12 на 12 сантиметров. Таких деталей надо много. Вот теперь определимся с выкройкой. Обозначим диагональ и по обе стороны от нее отложим по 3 сантиметра. Надо, чтобы центральная часть была 6 сантиметров шириной. Получается, что если от угла в обе стороны мы отложим по 4 сантиметра, то как раз и получим желательную ширину. Как дальше работать? Можно вырезать эту центральную часть, накладывать на готовые квадраты и обрисовывать. Или просто от двух противоположных углов делать отметки на расстоянии 4 сантиметра. Девочки, думаю, что у каждой мастерицы найдутся самые разные обрезки тканей, которые сложно куда-то использовать дальше. Они или маленькие, или узкие. Как их привести к общему знаменателю? Как? Смотрите видео до конца. Наша задача цветными тканями закрыть углы квадратов. Поэтому к нарисованным линиям прикладываем имеющиеся обрезки. Прекрасно, если этим кусочком можно сразу же закрыть угол. Если нет, то нашиваем несколько рядов полосок. Край полоски подгибаем, выравниваем и пришиваем сверху на черные квадраты. Почему именно так? Потому что в этом случае видно линию, по которой мы шьем. Шьем все детали одну за другой гирляндой. Нитки не обрезаем. После этого просматриваем детали, разъединяем, отрезаем лишнюю ткань. Дальше закрываем оставшееся пространство. Когда отшили одну сторону, также работаем и с другим углом. Следите за тем, чтобы ткани на каждом кусочке были разные. Так результат получается гораздо интереснее. Отшитые детали тщательно проутюживаем. Обратите внимание, что работаю я на мини-гладильной доске, которую сделала сама из разделочной доски. Все заготовки тщательно промеряем и подравниваем. А вот теперь переходим к самому интересному. Собираем и выкладываем узор.
Посмотрите, поперекладывайте детали. Когда нас все устраивает, переходим к соединению заготовок. Сначала соберем вместе, прошьем детали в первой и второй колонке, сложим их стопочкой. Потом также соберем остальные. Как шить, постоянно показываю и рассказываю в своих видео. Строчку делаем крепкой, мелкой, закрепки обязательны. Шьем гирляндой, нитки не обрываем, никаких лишних стежков между деталями не делаем. Следим за тем, чтобы совпадали начала цветных вставок. Готовые гирлянды разворачиваем, расправляем. Вот здесь можно эти швы пропарить утюгом, а дальше уже сшиваем готовые гирлянды. Получается очень интересная конструкция. В ней все детали держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только прошить все по горизонтали. При этом припуски на швы в местах стыковок направляем в противоположные стороны. Смотрите, какое интересное, сияющее, сверкающее полотно у нас получилось. На черном фоне цветные кристаллы. Они смотрятся особенно ярко. Размер 60 на 80 сантиметров. Насколько хватило черной ткани. Раскладка 6 на 8 деталей. Работу с этим полотном я еще продолжу. Надо только подкопить лоскутков. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивей и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках и на платформе Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.